Это должен знать каждый автомобилист. Всем привет, приветствую на канале. Сегодня в этом видео мы рассмотрим, как подготовить автомобиль к зиме. Тайм-код с навигацией по видео оставлю в описании под этим видео. Все начинают проверку с радиатора печки, возможно он течет. Проверяют на предмет загрязнения салонный фильтр, проверяют заслонку рециркуляции. Но большинство автомобилистов не проверяют вентиляционные клапана, которые находятся у нас в задней части кузова автомобиля. Представляют из себя пластиковые вставки в кузове автомобиля с резиновыми клапанами, которые должны пропускать воздух изнутри салона наружу. Если резиновые клапана перестанут открываться, не будут перепускать воздух с салона наружу, будет появляться повышенная влажность в салоне, и это будет приводить к запотеванию стекол. Чаще всего неисправность заключается в том, что заслонки загрязнены, заблокированы или удалены с кузова автомобиля. Достаточно часто запотевание стекол появляется, когда владельцы автомобилей заклеивают вентиляционные клапана решеток шумоизоляционными материалами, в результате чего в салоне повышается влажность, воздуху выходить некуда и окна начинают запотевать. Данные клапана работают только в одном направлении, воздух должен выходить из салона наружу. И наглядно посмотрим, как работают клапана. Открываем дверь и при закрытии двери наблюдаем, как срабатывают клапана. Когда мы захлопываем дверь, уравнивается внутреннее давление воздуха с наружным. Это еще одна из немаловажных функций вентиляционных клапанов. Большинство автомобилистов не знают, что по причине неисправности, загрязнения или отсутствия вентиляционных клапанов могут сильно запотевать стекла в салоне. Обслужите петли и направляющие. Наносим универсальный очиститель. И проходим кистью. Удаляем очиститель. И вытираем насухо микрофиброй. И наносим литиевое масло на нашу направляющую. И несколько раз работаем дверью. Собираем излишки литиевого масла. И наносим силиконовую смазку на все резинотехнические изделия. На гофру. Протираем микрофиброй. И наносим силиконовую смазку на пыльник нашей направляющей. И протираем микрофиброй. Теперь в дверном проеме чисто, и двери закрываются без посторонних звуков. Замки очистили и добавляем литиевое масло. Не забывайте обслужить уплотнительные резинки. И не забываем очистить уплотнитель багажника. Не забывайте нанести защитные средства на коврики. Задний, кстати, тоже. И про пассажирские не забудьте. У кого есть панорамный люк, нанесите литиевое масло на направляющие. Значки нужно почистить. Необходимо открыть капот. Теперь нам нужно нанести силиконовое масло в эти отверстия. Если не использовать масло, может обломаться одна из ножек направляющей значка. Вот видно направляющая значка. Капот можем закрыть. Далее нам понадобится пластиковый инструмент. И при помощи пластикового инструмента поддеваем наш значок. И аккуратно снимаем. Обе ножки уцелели. И устанавливаем в посадочное место. И одновременно значок на месте. Шильды также рекомендую очистить и отполировать. Shadow Lines. Обязательно уделяем внимание Shadow Lines. Датчики парковки также обработайте перед началом зимнего сезона. Для этого хорошо подходит WD-40 или какая-либо другая проникающая смазка, которая сделает защитную пленку на парктрониках и будет предотвращать парктроники от коррозии.
нужно очистить решетки радиатора, верхние решетки капота и нанести на них защитные составы. И проходим кистью. Насухо протираем микрофиброй и наносим защитный состав. Перед зимой обязательно нужно почистить направляющие стекол. Для начала нам нужно очистить от грязи направляющие, левую направляющую стекла и правую направляющую стекла. Очищать будем при помощи универсального очистителя от Koch Chemie GS в пропорции 1 к 10. И собираем очиститель микрофиброй. И очищаем правую направляющую нашего стекла. После того, как очистили, наносим силиконовую смазку на направляющие. Удаляем излишки. И также само с правой стороны. Излишки убираем. Не забываем про нижние направляющие стеклоподъемников. И снимаем карту при помощи пластикового инструмента. Обязательно вычищаем посадочное место пластикового фиксатора на стекле. После очистки устанавливаем новый пластиковый фиксатор в стекло и наносим литиевое масло на направляющие. И проверяем. Вторую направляющую я также очистил и нанес литиевое масло. И несколько раз закрываем и открываем стекло. Не забывайте про фары. До полировки, после полировки и после нанесения воска в 3 слоя. Далее я приступлю к нанесению воска на фары. Наносить будем в 3 слоя, располировывая между каждым нанесением на поверхность микрофибровым полотенцем. Между каждым слоем я буду выжидать около 10 минут. Далее располировать и снова наносить воск. Оклеиваем вокруг оптики повторно малярным скотчем. Далее наносим первый слой воска и ожидаем 10 минут. Приступаем к располировке микрофибровым полотенцем. Далее наносим второй слой воска. Ожидаем еще 10 минут и располировываем. Наносим третий слой воска, ожидаем 10 минут и снова располировываем. Снимаем малярную ленту и удаляем остатки воска с поверхности. Добавляю несколько кадров до полировки, после полировки и после нанесения воска в 3 слоя. И задние фонари, кстати, тоже. Очищаем универсальным очистителем. Оклеиваем фонари. Использовать я буду также пасту Triumph Fast Cut Plus под номером 50417. И приступаем к полировке на минимальных оборотах. И удаляем остатки пасты. И результат. Средства для профилактики и защиты Common Rail на зиму. Какие есть средства для защиты и профилактики топливной системы для дизельных автомобилей?
Смотрите, есть присадка от Liqui Moly. Данная присадка предотвращает образование отложений и защищает топливную систему от коррозии. Присадка предназначена для системы впрыска топлива Common Rail. Полное название данной присадки оставлю в описании под этим видео. Перед каждым применением данного защитного средства я меняю топливный фильтр. Оригинальный номер топливного фильтра оставлю в описании под этим видео. Замену топливного фильтра я осуществляю каждые 10 тысяч километров и применяю защитное средство для топливной системы от Liqui Moly для профилактических целей. Последовательность применения следующая. Первым делом я меняю топливный фильтр. Далее, перед заправкой на самой заправочной станции заливаю защитное средство в бак. На бак емкостью 70-80 литров достаточно одного флакона емкостью 250 мл. И заправляю полный бак дизельного топлива. Не забывайте заменить масло в двигателе перед зимой. И приступим к замене масла в двигателе. Откручиваем крышку масляного фильтра. Для этого нам понадобится головка на 32. И снимаем масляный фильтр. Далее снимаем масляный фильтр с пластикового корпуса. Так выглядит наш старый фильтр. Далее меняем 3 уплотнительные резинки на корпусе фильтра. Верхняя и 2 нижних резинки. Очищаем от масла наш пластиковый корпус масляного фильтра. Устанавливать будем фильтр по Bosch, номер фильтра. И меняем уплотнительные кольца. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо. И устанавливаем новый масляный фильтр на место. И защелкиваем фильтр в посадочном месте. Далее устанавливаем наш фильтр и закручиваем. Далее при помощи динамометра зажимаем с усилием 25 ньютон на метр. И поджимаем. И поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. И откручиваем сливную пробку головкой 17. Пока сливается масло, очистим щуп. Если открутим крышку маслозаливной горловины, у нас сольется еще небольшая порция масла. Устанавливаем новую шайбу и закручиваем маслосливной болт. Как и говорил ранее в предыдущих своих видео, я заливаю мотюль специфик LL04 5W40. По объему ровно 8 литров заходит в этот двигатель. И заливаем масло в двигатель. И закручиваем крышку. И смотрите, как правильно запускать двигатель после замены масла. Поворачиваем ключ зажигания в предпусковое положение. Начинаем запускать двигатель и глушим. Далее второй раз также начинаем запускать, глушим. И третий раз запускаем двигатель.
Перед началом зимнего сезона меняем воздушный фильтр и устанавливаем воздушный фильтр. И устанавливаем верхнюю крышку корпуса фильтра. И закручиваем болты. И меняем фильтр салона на угольный. Для этого нам необходимо отвернуть защелки, вторая и центральная защелка. Открываем крышку пластиковую и достаем салонный фильтр. Вот так выглядит наш старый салонный фильтр. И устанавливаем наш салонный фильтр на место. Направление движения воздуха, стрелочка должна быть вверх. И закрываем крышку салонного фильтра. Проверьте уровень жидкостей в системе, уровень охлаждающей жидкости и уровень тормозной жидкости. Также не забудьте проверить уровень гидроусилителя руля. И касательно уровня охлаждающей жидкости. Здесь у нас панель, на которой есть два индикатора: минимальный уровень и максимальный уровень. Так выглядит максимальный уровень, так выглядит средний уровень, так выглядит минимальный уровень, так выглядит нормальный рабочий уровень при холодном двигателе. Это у нас щуп от BMW X5 E53 кузов, дизель 3.0. Нижняя отметка минимум. Это у нас минимальный уровень масла. Эта метка у нас максимум. Максимально допустимый уровень масла в двигателе. Это центральная часть индикатора на щупе. Соответственно, середина данного индикатора — это средний уровень масла в двигателе. Так выглядит максимально допустимый уровень масла. Так выглядит рабочий уровень масла. На таком уровне масла я езжу. Так выглядит средний уровень масла на индикаторе. Это у нас минимальный уровень масла. Во время замены масла в двигателе я заливаю практически до максимальной отметки на щупе. Оставляю 2 мм до надписи MAX и держу уровень масла двигателя постоянно в этой отметке. Обязательно залейте незамерзайку, чтобы не прихватило опрыскиватели лобового стекла и заднего стекла. Трубки, кстати, тоже могут замерзнуть. Посмотрим, как сделать зимний стеклоомыватель минус 30. Заливаем в наш бачок омывателя деминерализованную воду. Заливаем концентрат омывателя стекла. Рекомендую концентрат омывателя с запахом жевательной резинки. И заливаем 3 литра этилового спирта. Какие щетки установить на зиму? Я установил бескаркасные щетки по производителю СВФ. Номерочек на эти щетки оставлю в описании под этим видео. Водительский дворник. И снимаем пассажирский дворник. Очищаем поводки дворников от ржавчины. И устанавливаем стеклоочистители на место. Размер водительской щетки 610 мм и размер пассажирского стеклоочистителя 560 мм. И по поводу заднего стеклоочистителя. Поводок стеклоочистителя я установил от E70 кузова. Оригинальный номер поводка оставлю в описании под этим видео. И сам стеклоочиститель я установил по производителю Bosch. Это бескаркасный стеклоочиститель 394 мм. Не забывайте обслужить крестовину рулевого вала перед зимой. Для этого нам понадобится смазка. Я буду использовать ВД-40. Можно использовать любую другую проникающую смазку. Далее нам нужно выставить рулевое колесо ровно. Убедиться, что колеса у нас стоят ровно. Наносим проникающую смазку на крестовину кардана. Нанесли. Следующим этапом поворачиваем рулевое колесо в левую сторону. Наносим на крестовину кардана проникающую смазку в таком положении. Нанесли. Поворачиваем рулевое колесо вправо до упора. Снова наносим проникающую смазку на крестовину кардана. И делаем несколько оборотов рулем влево до упора и вправо до упора. Далее нам понадобится
моторное масло, можно использовать любое. Наполняем шприц, небольшое количество. Снова устанавливаем рулевое колесо ровно. Наносим небольшую порцию моторного масла на крестовину кардана. И так же само поворачиваем рулевое колесо влево до упора. Наносим моторное масло на крестовину кардана. Снова небольшую порцию. Поворачиваем рулевое колесо до упора вправо. И повторяем. Наносим небольшую порцию моторного масла на крестовину кардана. Снова делаем несколько поворотов рулем в левую сторону и в правую сторону. Сейчас мы уже слышим, что руль у нас не подклинивает. Не забывайте заменить поводок крышки заливной горловины бензобака. Наносим силиконовую смазку. Снимаем оставшуюся часть поводка на крышке бензобака. И снимаем вторую оставшуюся часть на кузове. Обрабатываем новый поводок силиконовой смазкой. И устанавливаем ответную часть на кузове. И проверяем. И дополнительно обработаем силиконовой смазкой резиновый манжет заливной горловины бензобака. И протираем микрофиброй. Обслужите резинки дворников, и они будут эластичные зимой. Дворники перестанут скрипеть и оставлять пропуски. Наносим очиститель. Насухо протираем. Устанавливаем стеклоочистители в сервисное положение. Обратите внимание, между резинками не должно быть грязи. Резинку дворника обрабатываем универсальным очистителем. И наносим силиконовую смазку на резинку дворника. И протираем. И повторяем со вторым стеклоочистителем. Теперь резинки дворников более эластичные. Дворники перестанут скрипеть и оставлять пропуски. Перед началом зимнего сезона обязательно очистите клеммы. Делаю очистку клемм аккумулятора перед каждой зимой. Устройство для очистки клемм состоит из двух частей. Данная часть предназначена для очистки клемм на аккумуляторе, минусовой и плюсовой клеммы. И вторая часть, которая у нас находится под защитной крышкой, предназначена для очистки клемм, которые находятся в багажном отделении либо под капотом. Начнем с очистки клемм, которые находятся у нас на аккумуляторе. Для этого будем использовать эту сторону. Начнем с минусовой клеммы. Так выглядит минусовая клемма. И приступим к очистке плюсовой клеммы. И так выглядит плюсовая клемма. И приступим к очистке клемм, которые находятся у нас в багажнике. Использовать будем вторую часть нашего устройства. Начнем с очистки плюсовой клеммы. Хорошенько очищаем. И приступим к очистке минусовой клеммы.
Смотрите, так выглядит плюсовая клемма после очистки. Внутренняя ее часть блестит. И минусовая клемма. Внутренняя часть также блестит. И на аккумуляторе минусовая клемма и плюсовая клемма. Таким способом мы удаляем всю оксидацию, которая была на клеммах и на клеммниках, которые находятся у нас в автомобиле, что улучшит контакт и минимизирует потери зимой. После такой процедуры меньше вероятности, что аккумулятор будет разряжаться. Зарядите аккумулятор до первых заморозков. Снимаю аккумулятор и ставлю на зарядную станцию порядка суток, либо заряжаю через терминалы, которые у нас есть под капотом. Проверьте состояние ручника и по необходимости сделайте регулировку. Поддеваем чехол пластиковым инструментом и отщелкиваем его. Выводим с посадочного места и поднимаем вверх. Для начала регулировки колодок ручника нам нужно ослабить регулировочные гайки внутри салона, которые находятся у нас под защитным кожухом ручника. Всего у нас две гайки с контргайками, которые отвечают за левую сторону и за правую сторону. Ослабляем контргайку. Для этого нам понадобится рожковый ключ на 10. Также нам понадобится рожковый ключ на 12. Удерживаем фиксирующую гайку и откручиваем контргайку против часовой стрелки. И далее откручиваем от руки. И отпускаем фиксирующую гайку. Проворачиваем тормозной диск, чтобы у нас одно из отверстий совпало с шестерней регулировочной, которая находится у нас в этом месте. Вот наша шестерня, находится она в этом месте. И при помощи отвертки подводим шестерню для того, чтобы заблокировать диск тормозной. Подводим тормозные колодки. В эту сторону зажимаем тормозные колодки, в обратную сторону отжимаем и проверяем наш тормозной диск. Колодки у нас подведены, диск зафиксирован. И теперь на 2 щелчка отпускаем. 1 и второй щелчок. Проверяем, диск у нас теперь свободно крутится. Ручник у нас поднят на 5 щелчков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее поджимаем фиксирующую гайку. И фиксируем контргайку. Поджимаем. Ручник полностью опущен. Ручник зажат на 3 щелчка. И ручник зажат на 5 щелчков. Тормозные диски полностью зафиксированы. И все-таки зимой машина будет более устойчива. Я буду устанавливать проставки на заднюю ось. Толщина проставок 30 мм. Разболтовка 5 на 120. СО у нас 72,6. Перед началом установки нанесем медную смазку на посадочное место нашей проставки. Перед тем, как наносить смазку, закроем резьбу. Нежелательно, чтобы медная смазка попадала на резьбу, поскольку там будет скапливаться грязь со временем. И наносим медную смазку. Болты можем выкручивать. И устанавливаем нашу проставку. В комплекте у нас 5 крепежных болтов. Болты для фиксации проставки. Общий размер 5,5 см. Резьба 3,2 см. Болты у нас 17 мм. Фиксируем нашу проставку на ступицу.
Зажимать проставку будем звездой. Перед тем, как зажимать проставку, машину нужно поставить на паркинг и перевести стояночный тормоз в верхнее положение. Проставку зажимаем усилием 100 ньютон на метр. И проходим второй раз 140 ньютон на метр. Не забывайте установить зимнюю резину. Для автомобилей зима наступает не 1 декабря, а в тот момент, когда среднесуточная температура снижается до 7,5 градусов Цельсия. При этой температуре летняя резина начинает терять свою эластичность, другими словами дубеет. Многие страховые компании прописывают для водителей обязанность сезонной смены колес в период с 15 октября по 15 ноября. И устанавливаем колесо. Наносим защитное покрытие на шины. И давление в шинах. Не забывайте проверить и выровнять давление в шинах. На 20-х колесах я качаю передние колеса 2,2 бара, задние колеса 2,3 бара. Размеры шин: передние шины 275/40/20 и задние шины 315/35/20. При понижении температуры заливаю дизельный антигель, повышает текучесть дизельного топлива, а также его проходимость через топливный фильтр. Если будете брать по ликвимоле, достаточно 100 мл на 100 литров дизельного топлива. Рекомендуется добавлять средства в дизельное топливо перед заправкой. У кого нет мерки, достаточно удобно использовать шприц для этих целей. Не забывайте заменить амортизаторы багажника, чтобы крышка не падала зимой. Для того, чтобы снять амортизатор багажника, нам нужно снять металлические фиксаторы в нижней части амортизатора, который фиксирует у нас амортизатор на кузове, и в верхней части амортизатора, который фиксирует у нас амортизатор на крышке багажника. Далее удерживаем верхнюю крышку багажника и отсоединяем металлическую скобу, которая фиксирует наш амортизатор. И снимаем фиксатор с посадочного места. Снимаем второй фиксатор на верхней крышке багажника. И снимаем амортизатор. Очищаем посадочные места. Оригинальный номер амортизатора оставлю в описании под этим видео и приступим к установке. Перед началом установки наносим небольшое количество смазки и устанавливаем амортизатор. И второй крепеж амортизатора, который находится у нас на крышке багажника. Фиксатор на месте. Это должен знать каждый владелец дизельного BMW перед зимой. Зимой при понижении температуры ниже 5 градусов при запуске машины срабатывает блок реле накала свечей и прогревает камеру сгорания. Для более лучшего запуска двигателя в условиях пониженной температуры или в мороз. Для того, чтобы система предпускового разогрева двигателя BMW работала правильно, нам нужно сделать диагностику и посмотреть ошибки в системе.
случае выхода из строя свечей накала мы увидим информацию по свечам в программе диагностики. При выходе из строя 2-3 свечей я все равно меняю комплектом. Беру 6 штук и устанавливаю новые. И блок накала, который находится под впускным коллектором с левой стороны блока двигателя по ходу машины. По необходимости нужно заменить питающий провод блока накала свечей в случае оплавления разъема, который можно увидеть на самом блоке накала. Меняю комплектом из 6 свечей. По производителю беру номер и оригинальный номер свечей. Блок накала номер оригинал. И беру питающий провод, оригинальный номер. При замене свечей нужно снимать впускной коллектор. При установке свечей необходимо заменить все уплотнительные кольца впускного коллектора. Всего 6 колец. Одного типа, оригинальный номер оставлю вот здесь, и второго типа, оригинальный номер. Также оставлю номера по L-Ring. Кольца первого типа, всего 6 штук. И кольца по L-Ring второго типа, 6 штук. В случае замены блока накала отдельно от свечей без снятия впускного коллектора обратите внимание на тройник, который имеет отношение к системе охлаждения. Он находится у нас под впускным коллектором. Под впускным коллектором у нас достаточно мало места. И есть большая вероятность повредить пластиковый тройник путем воздействия на него рукой в момент откручивания блока накала с двигателя. После чего может появиться микротрещина на пластиковом корпусе тройника. Из системы будет понемногу уходить охлаждающая жидкость. Определить и увидеть повреждения можно только на холодном двигателе. Желательно просматривать блок на предмет подтекания утром до момента первого запуска двигателя и оставляя оригинальный номер тройника. Надеюсь, видео будет полезным. Не забывайте подписаться на канал и посмотреть видео о том, какое масло заливать в двигатель BMW. В конце этого видео будет всплывающее окно для перехода на это видео. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео.